Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я буду шить вот такой вот себе наряд обновки. Опять же по той же самой схеме. Вот это вот платье, которое мне маловато стало, я использую как выкройка. Я уже сшила по нему платье в горошек. Видео есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Кому интересно, посмотрите. Вот. И здесь вот я из этой ткани вырезала немножко побольше, я с боков там прибавляла. Видите, такой вот получился балахончик у меня, как ночнушечка. Вот. Длину я отрезала, как бы ориентируясь вот по спинке, какую я буду планировать длину. Вот. И спереди я буду немножко убирать повыше, как бы такой, как спереди будет повыше уровень, сзади пониже, как хвостиком. Вот. Вот, видите, я убрала вот так вот по косой, срезала низ. Вот. Ничего сложного, на глазок. Сразу даже не намечала, отрезала и все. Вот такая вот у меня получилась заготовка. Сейчас буду пришивать оборки на низ и на рукава. Так, вот что у меня получилось. Ну, наверное, снизу можно было бы и не такую густую оборку сделать, но уже что есть, то есть. Вот. Все сшилось довольно-таки быстро. Хочу сказать, что я дольше пришивала нижнюю оборку, чем вообще на все платье у меня время ушло. Ну, на остальное, на все, на раскрой, там, на сшивание деталей, на рукава. Вот. Рукава тоже обработала, вырезала полосочки и собрала их в сборочку и пришила. И получились вот такие рукавчики отличные. Вот, посмотрите. Как бы все элементарно просто. Выточек нет. Вот такой вот балахончик. Свободненький. И в груди, и в бедрах. Все свободно. Можно под поясок. Вот я здесь показываю. Вот. Горловину я обработала на оверлоке и просто подвернула и подшила. Все. Платьишко готово. Вот такая вот у меня вещь получилась современная, модненькая. Вот, и решила я еще сделать повязочку какую-нибудь в комплектик. Вот я тут примеряюсь, думаю, чтобы такого придумать. Вот, из оставшихся кусочков. Ну, буду сейчас что-то сочинять. Так, я взяла резиночку, такую широкенькую, где-то сантиметра полтора шириной, 20 сантиметров в длину у меня. Я померила приблизительно на затылке, вот от уха до уха, где-то вот это расстояние. И сейчас я вырежу полосочку, ну, где-то приблизительно в длину, две длины, наверное, вот этой резиночки. Но если резиночка 20 сантиметров, то это где-то там 40, может быть 38 сантиметров длина полоски. Вот. А в ширину я ее отрежу таким размером, чтобы, если сложить пополам, то резиночка туда прям впритык входила. Потому что если больше будет, то как-то это не так красиво получается. Вот. Вот так, видите, я показываю вот примерно, чтобы было вот прям только на шовчик оставалось. Вот, сейчас я это все соединю, трубочку застрочу, выверну. Вот. Вставлю внутрь резиночку и застрочу вот сначала один край, чтобы резинка не уползала внутрь, вот, и потом другой краешек. И у меня получилась вот такая деталька, гармошечка вот такая. И это у меня пойдет вот туда, вот на заднюю часть, под волосы как раз. Вот.
Она и интересно так аккуратненько смотрится. Я уже такие повязки шила. Вот, для верхней части я возьму вот такую вот ленту корсажную. Это я на ходу тоже придумала, думаю, чем-то уплотнить для жесткости. Что-то повертела головой по своим полкам, ну и взяла вот эту ленту. У меня она 35 сантиметров. Вот, но каждый там, кто если будет шить по голове, нужно приблизительно померить по своей. Вот. У меня вот 35 сантиметров получилось. Вот так. Примерилась я тут. Так, и теперь вот здесь вот я сложила кусочек ткани пополам и буду вырезать теперь под эту ленту полоску. Но здесь уже я делаю посвободнее немножко, с припусками на швы. Вот такая полоска у меня получилась. И сейчас я ее тоже, боковые шовчики, застрочу. С одной стороны и с другой стороны. Выворачиваю и вставляю внутрь ленту. Так, вот я отгладила все. И теперь буду пришивать. Вообще в идеале нужно, чтобы вот эта вот полоска верхняя, она бы пошире была. Тогда вот так вот обернуть получится с нахлестиком. И когда впоследствии будем выворачивать, то все вот эти шовчики, они прячутся внутрь. Но у меня немножко маловатенькая. Вот так вот нужно обернуть резиночку и застрочить. Вот, видите, вот так. И вот здесь вот проложить строчку по краю. Вот, видите, вот так я застрочила. Вот. И теперь вот таким образом выворачиваю. Вот если бы она пошире была, то прям идеально получилось бы. Но я уже из тех кусочков, что есть у меня, поэтому у меня вот так. Ну ничего, так тоже все получится, все сделаем. И теперь вторую часть. И вторая часть тоже так же. Вот так складываем, как бы обернули и прокладываем строчку. Вот здесь. Все прострочила, вывернула. И вот такая вот у меня заготовка получилась. Немножко она у меня, видите, скукожилась, верхняя часть. Это потому что ткань эластичная. Надо было немножко подлиннее. Ну, сколько было. Все впритык. Ничего страшного. Я все равно посерединке буду прокладывать строчку. И у меня все будет держаться и выровняется. Вот так. Так, теперь я наверх еще хочу сделать такую вот как бы рюшечку. Вот у меня еще есть кусочек, вот такой обрезочек. Я сейчас немножко его подровняю, чтобы он симметричный был. Тут лишнее отрежу, ненужное. И у меня получилась вот такая вот заготовочка. Экспериментирую на ходу. Просто потому что вот из того, что у меня осталось из обрезков. Если бы у меня была бы ткань, да, еще, то я бы, может быть, как-то по-другому краила, что-то другое бы придумала. Но я уже работаю с тем, что есть. С теми остаточками, которые у меня остались. Вот, теперь я эту детальку сложила пополам. Сейчас я ее прострочу. Выверну. Вот. Кончики я внутрь заправила, краешки. И вот так вот посерединке присбариваю, делаю рюшечки. Все прострачиваю. Вот
Вот такая у меня получилась заготовочка. И ее я теперь пришью вот на верхнюю часть своей повязки. И как раз заодно выровняется вот эта вот повязочка моя скукоженная. Вот таким образом пришью. И будет все отличненько. Пристрачиваю. Так, а теперь, чтобы закрыть шов, я взяла свои бусы. Вот, решила пожертвовать. Отделила кусочек, фрагмент. И вот сейчас я этим фрагментом своих бус закрою вот здесь строчку. И будет вообще красиво. Мне уже нравится. Я пробовала перед этим другими, там бусинками расшить, мне как-то не зашло. А эти вот именно как-то они все разные, на цепочке, вообще смотрится так аккуратненько, ненавязчиво. И не выделяется, ничего не выпирает, издалека вообще не видно. Ну и в то же время, если вблизи смотреть, то не видно вот эту вот машинную строчку. Очень хорошо получилось, мне очень понравилось. Классно. А под платье вообще бомба. Подходит вообще супер. Ну и вот ободочки носить как-то вот у меня голова болит. У меня есть 2 ободка. Я их не ношу, вот одеваю только дома на короткий период. А повязка прям идеальное решение. Всем рекомендую. Кто любит ободки, но как у меня от них болит голова, всем рекомендую вот такие вот повязочки сшить. Причем дизайн вот этот вот верхний же можно делать абсолютно разнообразный. Вот, посмотрите, прелесть получилась. Такое платье в стиле бохо и повязочка на голову, бусики. И я теперь уже кто? И не мадам Брошкина, и не королева грядок. Сегодня я просто королева. Шучу, конечно, шучу. Но вот такой вот у меня получился сегодня наряд. И я с вами решила поделиться. Вот такая красота. Так что в выходные я встречу в новом облике. Вот, ну а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. До встречи. Вдогонку еще хотела вам показать Барсика. Утром просыпаюсь, вот такая картина перед глазами. Ночью вытащил из моих закромов пакет с лоскутами. Все разорвал, растребушил. Видите, лоскуты все там лежат. Перебирал, наверное, хотел себе тоже наряд сшить, глядя на меня. Кстати, он так внимательно все время смотрит, когда я шитьем занимаюсь, там что-то краю, шью. Вот он на стол всегда запрыгивает. Поэтому кто знает, что вот он хотел. Может быть и правда. Повторюшка. Ну вот теперь все. Всем пока-пока.